Беспроводные наушники форм-фактора, вкладыши с хорошей эргономикой, боксом, который выполнен из алюминиевого сплава. Данная модель имеет стильный дизайн, сенсорное управление, режим низкой задержки, хорошее звучание, Bluetooth чип версии 5.3 и время автономной работы до 24 часов с боксом, прямо сутки. Обо всем этом можно, разумеется, прочесть в рекламе к наушникам под названием Halo X1 2023 года. Но как на самом деле дела обстоят у этого компактного чуда, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в белой коробке с изображением и названием модели, а также есть краткие характеристики. Пакинг обыкновенный, все пришло в целости и сохранности. В комплекте мы имеем краткое руководство, кабель для зарядки USB Type-C, бокс и сами наушники. Размеры бокса, размеры наушников и вес вы видите на экране. В целом, что бокс, что наушники небольшие. Сеточка на звуководе установлена, либо пластиковая, либо металлическая. Далее. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Условия конкурса, в которых под конец месяца иногда много, и мои контакты в описании. В описании также есть ссылка на ролик, в котором вы можете посмотреть условия розыгрыша Honor Magic 5 Ultimate смартфона. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Али. Подписывайтесь на телегу скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к ушам. В продаже есть серебристая, черная и синяя расцветка данной модели. Дизайн бокса интересный, изготовлен бокс из алюминиевого сплава с матовым покрытием и пластиковой глянцевой вставкой по центру бокса с надписью Halo. Тактильные материалы неплохие, сборка бокса, учитывая стоимость, хорошая. В кармане он не мешается, на корпусе также расположили разъем Type-C, который имеет подсветку, но она срабатывает лично у моего экземпляра не всегда. Открыть одной рукой бокс можно, шарнир пластиковый, крышка в открытом состоянии фиксируется. Люфт у крышки есть, но минимальный, хлопок при закрытии бокса звонкий, но не громкий. Далее внутри расположили два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом, маркировку Left-Right и кнопку сброса настроек. Наушники в боксе слегка гуляют, если попытаться их вытряхнуть с закрытой крышкой бокса, то нужно будет приложить усилия. Извлекаются наушники из бокса без проблем, несмотря на то, что наушники выполнены из глянцевого пластика. Переходим к наушникам. Дизайн наушников стандартный для вкладышей. Выглядят они, по мне, хорошо. Посадка плотная, из ушей выпирают они не сильно. Дискомфорта при длительном прослушивании музыки лично я не обнаружил. На то они и вкладыши. Из ушей во время пробежки не вылетают, но поправлять иногда их приходится. Далее на корпусе есть микрофоны с шумоподавлением ENC, маркировка Left и Right и сенсорная область. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, включение-выключение режима низкой задержки, регулировка громкости и ответ-сброс вызова. На тапы наушники откликаются неплохо, команды сопровождаются системными звуками, настроить их можно в приложении, но использовать одновременно регулировку громкости, плей-паузу и переключение треков нельзя. Для отключения сенсорного управления предусмотрели спящий режим, который можно включить в приложении. Оснащены наушники 12-мм динамическими драйверами. Заряд наушников в шторке отображаются, по одному наушники работают, но переподключение с небольшой задержкой. Автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству после изъятия наушников из бокса. Мультипоинта, датчиков автопаузы не завезли, как и анимации. Далее, емкость аккумулятора 300 мАч, полный цикл зарядки занял у меня 1 час 54 минуты, емкость одного наушника 35 мАч. Полный цикл зарядки наушников не больше 1 часа, беспроводной зарядки нет, что неудивительно. Саморазряд у бокса я не наблюдал, отыграла данная пара на 80% громкости по кодеку AAC 4 часа 24 минуты. Быстрой зарядки я не обнаружил. Далее, водонепроницаемость класса IPX4, я решил окунуть их в проточную воду, разумеется, с ними все в порядке, но вопрос, что с ними будет через пару месяцев. С таким классом защиты топить наушники нельзя. У меня пока все хорошо. Летим дальше. Приложение, к которому можно подключить данную модель, называется Halo Sound. Лично у меня X1 2023 подключились с трудом, но подключились. Приложение работает некорректно, перевод максимально плохой, ничего не поменялось. В приложении мы имеем заряд наушников в процентах по отдельности, но заряд бокса не отображается. Далее есть вкладка с предустановками звучания. К примеру, есть рок, классика, улучшение баса и не только, но кастомного эквалайзера нет. Да и предустановки не сказал бы, что отлично настроены. Последнее, что есть из полезного в приложении, это обновление прошивки, но она мне еще не прилетала. Bluetooth версии 5.3 из кодеков на борту SBC и AC через две стены наушники от смартфона не отваливались, и фризов я не наблюдал. Связь они держат хорошо. Задержка на YouTube незаметна. В играх задержка с включенным игровым режимом практически незаметна, играть можно без проблем. Пример вы сейчас увидите на экране.
Микрофоны со своей задачей справляются неплохо, разумеется, громкие посторонние шумы полноценно не глушатся и перегруз есть, но для коротких разговоров в целом их достаточно. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы беспроводных наушников Hello X1, наши любимые вкладыши 2023 года, и согласитесь, выглядят они классно, как на фотографиях, так и вживую. Учитывая, что стоимость у них меньше, чем $18, разумеется, есть наушники и по $3, и по $2, и по $1,5 даже, но помним немного о безопасности, потому что эта штука будет у вас в ушах. И я бы советовал все-таки минимально это покупать какие-нибудь, опять же, супербюджетные наушники у именитых брендов из разряда Redmi или еще кого-то. Помним, что бренд любой, он подразумевает хоть какую-то гарантию качества. Если это OEM без бренда, это всегда опасно. Звучание является одним из основных плюсов данной модели, так как, учитывая стоимость X1 2023, могут похвастаться хорошим звучанием. Хруста, хрипения или чего-то подобного в звуке нет, но запаса громкости по мне маловато. Высокие звучат отчетливо, без лишнего акцента. Легкий объем присутствует, как и бас, но опять же по минимуму. Это же вкладыши. И это вам не Huawei за десятку. Середина неплохо проработана, но вот сбалансированности звучанию недостаточно. Инструментал дается не так хорошо, как, к примеру, вокал. В общей картине X1 2023, конечно, не лучшие по звучанию в данной ценовой категории, но однозначно они заслуживают внимания. Из минусов: бокс неумный, приложение работает некорректно, переподключение между наушниками не бесшовное, подсветка у Type-C срабатывает не всегда и нет полноценного управления. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок Взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылке в описании. На канале много различных топов беспроводных наушников, да и в принципе обзоров на беспроводные наушники море, даже в этом ценовом сегменте. Смотрим, оцениваем и решаем для себя, что вам больше нравится. Хотя это дело всегда лучше примерить и послушать, как звучит. Но не везде, правда, можно во всех магазинах это дело найти, тем более послушать. Резюмирую, беспроводные наушники Hello X1 2023 года. Неплохие вкладыши за подобную стоимость. Круто, что есть поддержка фирменного приложения, сенсорное управление, приятное звучание, да и в целом модель получилась неплохой. Подписывайтесь на канал с колоколом. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок Взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.